Всем огромный привет! Новый год уже не за горами, а значит пришло время создавать себе новогоднее настроение. И если мы сами не создадим его, никто за нас это не сделает. Поэтому я хочу предложить вам, вашему вниманию, несколько разнообразных, красивых новогодних венков на двери. Венков, которые обойдутся мне в сущие копейки, потому что буду делать я их из природных материалов, которые собрала недалеко в лесу за нашим домом. Ну и вот материалы, которые я собрала в соседнем лесочке, с которыми я буду работать. Это основные материалы будут у меня. Это шишки сосновые, еловые, как же без них, никуда не денешься. Еловые ветки, естественно. Вот это вот лежит длинная коричневая, это ветки березы. Я буду использовать ее для основы венков. Камышовая трава, рябина, ну еще будет мох. Я хочу сделать новогодние венки максимально бюджетными, поэтому, конечно же, этих природных материалов, что я вам показала, мне будет недостаточно. Я буду использовать еще остатки от строительных материалов, которые у нас остались после ремонта дома. Ну и, наверное, еще буду использовать какие-то новогодние старые игрушки, которые не жалко выбросить. Первым делом я сделаю заготовки, которые потом мне пригодятся для всех венков. Я сделала заготовки звездочек 5 размеров, произвольно. Сделала я их довольно много, потому что буду еще использовать в другом проекте. Звездочки делала из алюминиевой фольги, из тонкой алюминиевой фольги. Хоть она и блестящая, но я все равно покрывала их еще строительным блеском. Для этого наносила клей тонким слоем. Клей использую типа момента. И покрывала их строительными блестками, довольно-таки толстым слоем, потом их стряхивала. Эти блестки я покупала в строительном магазине, оказывается, такие есть, и они используются для декорирования фуги. Также я покрыла аэрозольной золотой краской сосновые еловые шишки, камышовую траву и рябину. Для 3 венков я делаю основание из березовых веток. Для 2 других венков у меня будут другие основания. Ветки я нарвала довольно-таки длинные, они по длине больше метра, так удобнее с ними работать. Выкладываю их равномерно, чтобы не было грубых окончаний потом при стягивании джутом. И все это плотно затягиваю веревкой. Удобнее всего работать короткими веревками и потом их просто между собой связывать, чтобы не запутаться при работе. Готовый каркас для венков я не храню в теплом месте, потому что березовые ветки довольно-таки тонкие, хрупкие, быстро сохнут и основание может повести. Первый венок у меня будет трехслойным, поэтому для первого слоя я беру совсем немного еловых веток. Выкладываю их и затягиваю джутом очень туго. Здесь я тоже работаю короткими нитками и связываю их между собой. Так гораздо удобнее работать. Затем в ход у меня идет камышовая трава. Я ее равномерно распределяю по всему кольцу венка и края заворачиваю вовнутрь. В принципе, я не знаю, как эта трава называется, я сама ее так назвала. Растет она на берегу небольших речек и ручейков. Третьим слоем я опускаю небольшие еловые веточки, которые потом при помощи джута буду заправлять вовнутрь кольца и прикрывать немножечко траву. По степени закрытия камышовой травы тут можно уже регулировать по своему вкусу. Если хочется больше, чтобы было золото, то нужно открыть больше. Если меньше, то закрываем больше. Затем идет основной декор. У меня будут шишки и рябина. Прежде чем намертво закрепить шишки, я их расставляю и смотрю по декору, как будет лучше. Я использую шишки, те, которые мы покрасили золотой краской, и просто шишки без декора.
Я разбираю рябину на соцветия различных размеров и отрезаю у нее так ножки, чтобы они были как можно более длинными, с ними проще работать. Но если ножки получились короткими, я закрепляю тогда грозди рябины клеем. Красный цвет ягод рябины, который пробивает сквозь золото, придает венку яркости и делает вид его завершенным. Первый венок получился классический рождественский венок. Очень красиво, классическое сочетание зеленого, красного и золота. Для основания второго венка лучше всего использовать виноградную лозу, но у меня такой нет, и я использовала какой-то гибкий кустарник. Тоже ветки я складываю поэтапно, постепенно, чтобы не было грубых окончаний, чтобы было проще работать и заплетать их в венок. Стягиваю лозу средней тугости, не очень туго, но и не свободно. Затем я окрасила венок коричневой краской. Если бы у меня была виноградная лоза, этого бы не пришлось делать. Этот венок можно назвать «Звездное небо». Основным здесь элементом декора и акцентом будут звезды. Ну и прежде чем закреплять основательно, я их выкладываю группами и смотрю, как будет лучше, как мне больше нравится. Затем уже приклеиваю клеевым пистолетом. Чтобы венок смотрелся объемнее, некоторые звездочки можно втыкать по краям венка с разных сторон. Внизу в виде гирлянды я подвесила две разноразмерных звезды. Чтобы придать венку яркости, я буду использовать сахарные ягоды. Я купила их в магазине, они стоят буквально копейки, но можно их сделать самостоятельно. У меня ягоды на довольно длинных ножках, и я до конца их не втыкаю. Так венок будет смотреться еще объемнее и интереснее. Основным ярким акцентом в этом венке будет синяя насыщенная широкая атласная лента. Я ее завязываю в бант, также использую более тонкую серебряную ленточку. Как мне кажется, получился очень красивый, элегантный и неизбитый венок. Такой венок украсит не только дверь входную, но он также будет уместен и в квартире. Третий венок у меня будет типа панно. Для этого я буду использовать и закрывать только часть основания. Выкладываю довольно-таки пышную подушку из еловых веток и заплетаю их туго, но только по основаниям веток. То есть оставляю край еловых веток, чтобы они торчали. Кстати, основание для этого венка из березовых веток я сделала немножко более тонким. Я хочу сбить зеленую монотонность еловых веток золотистым блеском. Поэтому я покрываю тонким слоем клея момент и затем обильно посыпаю их золотом. Те золотинки, которые не приклеятся, они опадут, их можно будет собрать и повторно использовать. Для декора я взяла 4 золоченые еловые не раскрывшиеся шишки. Закрепляю их на венке в разные стороны от предполагаемой фигуры центральной. Центральной фигурой здесь будет летящий ангел. Его тоже надежно креплю пистолетом.
Главными акцентами также будут и золотистые звездочки. Я не люблю симметрии, поэтому я выбрала такое расположение и такой размер звездочек. Чтобы верх не казался пустым, я здесь расположу 3 небольших шарика. Они будут также дополнять ангела, который приклеен внизу. В таком варианте, который мы сейчас имеем, венок смотрится еще не завершенным. Поэтому я взяла гирлянду, такую есть дешевые гирлянды, состоящие из бусинок пластмассовых. Разрезала на бусинки и закрепляю пистолетом клеевым по всему венку, неравномерно. Внизу их будет больше, а вверху уже меньше. Над шариками, которые вверху, я закрепляю клеевым пистолетом золотистую ленточку, оформленную в бант. Но и в этом варианте, который мы сейчас имеем, есть какая-то незавершенность. Поэтому я под шишки и под ангела креплю еще 3 небольших шарика. Получился очень красивый венок, даже можно сказать с какой-то смысловой нагрузкой. Но такой венок, мне кажется, вы точно не купите ни в магазине, ни закажете на AliExpress. Это можно сделать только своими руками. Четвертый венок будет иметь пышное еловое основание, поэтому я почти весь венок сразу закрываю большим количеством еловых веток. Но просто для удобства работы я делаю это частями. Сначала половину венка, а затем вторую половину закрываю. И так же, как в предыдущем проекте, хочу сбить немного природную яркость венка, только на этот раз я буду покрывать серебром. Где-то в своих швейных запасах я нашла остатки красивой серебряной тесьмы. Ее я буду использовать для декора этого венка. Сейчас пойдет основной декор. В первую очередь это будет объемный декор, то есть шишки. Прежде чем их приклеивать, я их равномерно распределяю по всему венку. Шишки у меня здесь в 3 оттенках: в золоте, в серебре и белые шишки. Серебристые шишки я получила аналогично золотистым, покрасила их серебряной аэрозольной краской, а белые шишки — это результат окрашивания шпатлевкой. Немножко добавлю венку объема, и в дело пойдут листья вечно зеленого, даже не знаю как назвать, это кустарник, амела. Это кустарник, который паразитирует на деревьях, но его полно во всей нашей средней полосе, так что найти не проблема. И еще немножко больше объема и светлых оттенков добавят сахарные белые ягодки. Закрепляю их не глубоко, оставляю длинные ножки и распределяю в разные стороны, чтобы они смотрелись как можно выше над венком. Этот венок один из моих фаворитов. Смотрится он очень легко, светло и красиво. Для основания последнего, 5-го венка нам понадобится картон и 2 миски 28 и 14 сантиметров в диаметре. У меня гофрированный картон, но он довольно-таки тонкий, поэтому я использую 2 кольца и склеиваю клеем ПВА между собой. Ложу его под пресс до полного высыхания. В этом венке основным декором будут сосновые шишки. Лучше всего, если у вас будут шишки разных размеров, чтобы заполнять пустые пространства. Выкладываю шишки, так сказать, в 1,5 слоя. Первым слоем закрываю весь картон.
Но, естественно, шишки неравномерные по своей структуре, поэтому на этот венок уходит достаточно много клея. Чтобы в подвешенном состоянии у венка не деформировался картон, я делаю ему подвес и продолжаю дальше наклеивать первый слой шишек. По моей задумке венок должен быть объемным, поэтому я добавляю сверху еще разного размера шишки. У меня нашлись нераскрытые еловые и сосновые шишки, я их тоже добавила. Они придали венку больше выразительности. В таком виде венок получается монотонным и однообразным, поэтому, чтобы проявить структуру шишек, я их сбрызнула немножко золотистой краской. Расставляю яркие акценты. Сначала распределяю красные искусственные ягодки. Пистолетом их можно и не клеить, шишки очень хорошо их цепляют и держат. Уже красиво, не правда ли? У меня есть небольшие сосновые веточки, и я их распределяю по всему венку. Но главное тоже в этом деле не переусердствовать. Много веточек не нужно. Достаточно просто освежить венок. Там же, где я срезала сосновые веточки, рядом рос мох. Он тоже у меня пойдет в дело. Несколько небольших серых точек моха сделают венок, внешний вид венка завершенным. Получился очень красивый венок. У меня это главный любимец и фаворит. Такой венок смотрится просто роскошно. Он также может быть и прекрасным подарком. Ну и вот, 2 банки краски, остатки стройматериалов, поход в лес, и вот такая красота у меня получилась. И если у вас мое видео вызвало какие-нибудь эмоции, делитесь с ними в комментариях, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока и до новых идей!